Кораблекрушение судна «Экспресса Мина». Судно МС «Экспресса Мина» – это построенный французами паром, который 26 сентября 2000 года столкнулся со скалой у побережья острова Парос в центральной части Эгейского моря. Причиной аварии стала халатность экипажа, за которую несколько членов были привлечены к уголовной ответственности. Судно было первоначально построено как МС Корс в 1966 году в Шантир-де-Эль-Атлантик, Франция, вместе с ее родственным кораблем МС Комте де Найс. В 1969 году он был переведен в компанию GNL Transméditerranée. В последний раз он отплыл из Франции в 1982 году, когда был продан греческую компанию Stability Maritime для управления маршрутом Италия-Греция-Израиль под своим новым именем МС Golden Virginia. В 1988 году он был продан братьям Agapitos для службы в Эгейском море в компании Agapitos Lines без изменения имени. Затем в 1999 году он был продан Manoan Flying Dolphins, снова для службы в Эгейском море, когда он был переименован в «Экспресса Мина». Вечером во вторник 26 сентября 2000 года судно «Экспресса Мина» покинул порт Пирей с 473 пассажирами и 61 членом экипажа. В 22 часа 12 минут по местному времени в 2 морских милях от порта Парикии, на острове Парос, корабль ударился о риф островков Портис на скорости 18 узлов. Ветер в то время был 8 баллов по шкале Бафорта. Корабль затонул недалеко от островков в 23 часа 02 минуты, в результате чего погибли 82 человека из 533 человек на борту. Первыми на сигнал бедствия откликнулись рыбацкие лодки из близлежащего порта, за ними последовали портовые власти и корабли Королевского военно-морского флота, которые находились в этом районе и проводили учения НАТО. Тот факт, что часть экипажа не помогала пассажирам эвакуироваться с тонущего парома, способствовал увеличению числа погибших. Экипаж поставил корабль на автопилот, и никто из членов экипажа не наблюдал за ним. Даже при включенном автопилоте стандартная практика требует, чтобы один член экипажа следил за управлением, например, чтобы избежать столкновения с другими судами. Экипаж развернул систему стабилизаторов оперения, чтобы уменьшить движение в плохую погоду. Обычно оба стабилизатора срабатывают, но в этом случае левый стабилизатор не мог выдвигаться, в результате чего судно дрейфовало и, следовательно, не двигался по прямой. Член экипажа обнаружил проблему и попытался направить судно в порт, но это действие произошло слишком поздно, и в 22 часа 12 минут по местному времени корабль ударился о восточную стену более высокой вершины Портиса. Скалы прорвали судну дыру длиной 6 метров и шириной 1 метр над уровнем воды. После удара камни отогнули стабилизатор назад, и киль прорезал борт корпуса ниже ватерлинии и рядом с машинным отделением. Вода из 3-метровой пропасти разрушила главные генераторы и отключила электричество. Вода распространилась за пределы машинного отделения, и операторы не могли дистанционно закрыть двери из-за отсутствия электроэнергии. Профессор Дэвид Молиньо, эксперт по характеристикам кораблей в суровых условиях, сказал, что повреждение, нанесенное МС «Экспресса Мина», обычно не должно потопить такой корабль. Корабль затонул, потому что 9 из его 11 водонепроницаемых дверей отсека были открыты, хотя законы безопасности требуют, чтобы судовые операторы закрывали и запирали защитные двери. Молиньо назвал открытые водонепроницаемые двери самым важным аспектом погружения. Этот вывод был подтвержден в расследовании гибели пассажирского паромного «Экспресса Мина». В 22 часа 15 минут по местному времени, через 3 минуты после столкновения, корабль кренился на 5 градусов по правому борту. К 22 часам 25 минутам крен увеличился до 14 градусов, и вода начала поступать в корабль через 6-метровую пропасть. К 22 часам 29 минутам корабль кренился на 23 градуса,
что не позволяло спустить на воду дополнительные спасательные шлюпки, были развернуты только 3 из 8 спасательных шлюпок. В 22 часа 32 минуты корабль кренился на 33 градуса, а к 22 часам 50 минутам корабль лег на бок. Часы на мостике остановились в 11 часов 02 минуты, что, по мнению властей, указывало на время затопления корабля. В дополнение к основной причине затопления, открытые водонепроницаемые двери, факторы способствовали степень повреждения, а также открытое пространство на палубе транспортного средства в конструкции парома типа Рора. В результате крушения паромы были выведены из эксплуатации через 30 лет вместо 35 в соответствии с новыми законами Греции, вызванными катастрофой. Эти законы в конечном итоге были смягчены из-за стареющего греческого флота, но суда старше 30 лет должны соответствовать строгим стандартам безопасности, и власти проводят регулярные проверки. Вдобавок это ускорило внедрение регистраторов рейса, эквивалента черных ящиков для кораблей. Все пассажирские паромы обязаны иметь регистраторы рейса. 29 ноября 2000 года Панделис Сфиниас, менеджер компании Minoan Flying Dolphins, покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна своего офиса на 6-м этаже. Ему было предъявлено обвинение в преступной халатности в связи с катастрофой на пароме, и он стал объектом пристального внимания средств массовой информации. Нескольким членам экипажа, а также представителям владельцев, были предъявлены обвинения по различным уголовным обвинениям, включая непредумышленное убийство и халатность. Судебный процесс начался в конце июля 2005 года. Первый офицер Тасос Психайос был приговорен к 19 годам заключения, а капитан Василис Гианнакис – к 16 годам заключения. По словам очевидцев, Психайос смотрел футбольный матч по телевизору, когда корабль ударился о скалы. 3 членов экипажа были приговорены к срокам от 15 месяцев и до 8 лет и 9 месяцев за серию проступков, включая оставление судна без разрешения капитана. Город Сиэтл почтил 26-летнюю Хайди Харт и 32-летнюю Кристин Шеннон, 2 американских пассажиров, за героизм во время катастрофы. Женщины спасли 2 мужчин. Катастрофа была показана в Collision Course, эпизоде расследования сцены аварии 3-го сезона 2005 год канадского телесериала Mayday.